Добрый день, друзья! У многих есть привычка вечером после рабочего дня или собравшись с друзьями выпивать кружечку пива или даже несколько. Конечно, в этой привычке нет ничего страшного, если не устраивать такие вечера каждый день и знать меру. В этом ролике мы расскажем, что произойдет с организмом, если пить пиво каждый день, и можно ли это делать без вреда для здоровья. Вред или польза? В первую очередь, влияние пива на организм зависит от того количества, которое выпил человек, а также от молодости и уровня здоровья. Сторонники утверждения, что пенный напиток полезен, по-своему правы. При условии нормального брожения в нем содержится большое количество витаминов и полезных веществ. На организм эти вещества оказывают следующее влияние. Омолаживают сосуды и сердце, снижают уровень холестерина в крови, замедляют распространение бактерий. В напитке содержатся вещества, которые замедляют процесс деления раковых клеток, а также оказывают благотворное влияние на головной мозг и защищают его от возрастных изменений. Пиво снижает риск развития диабета второго типа. Оно способствует похудению. Это один из самых низкокалорийных напитков. Оно оказывает мочегонный эффект, благодаря которому из организма выводятся излишки жидкостей. Поддерживает крепость костной ткани и способствует увеличению мышечной массы. Пенное уменьшает вероятность появления камней в почках. Вот только ни о какой пользе не может быть и речи, если не соблюдать меру. Причем для каждого организма эта мера своя. Ее не найти методом тыка. Мера определяется не состоянием на утро, а характером процессов, которые происходят внутри организма. И ощутить их самостоятельно нельзя. Чем опасно ежедневное употребление пива? Всемирная организация здравоохранения выделяет целый список негативных последствий. Они могут проявиться по отдельности или все вместе. Первое. Увеличивается риск развития раковой опухоли. Регулярное употребление алкоголя повышает риск развития рака ротовой полости, глотки, гортани, молочной железы, пищевода, кишечника и печени. Наибольший риск связан с развитием рака груди, что доказано в результате исследования английских специалистов. Второе. Сокращение продолжительности жизни. Врачи разделились во мнении. Одни отмечают, что пиво полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы, в результате чего продолжительность жизни увеличивается. Другие категорически с этим не согласны. Они отмечают, что ежедневное употребление пива сокращает жизнь и увеличивает риск смертности на 20%. Особенно это касается людей старшей возрастной категории. Третье. Возникновение зависимости. Алкоголизм и зависимость не тождественны друг другу. Регулярное употребление пива еще не делает алкоголиком. Однако о наличии зависимости это говорит. Обратите внимание на то, что после тяжелого рабочего дня человеку легче выпить больше, чем нужно. При регулярном сильном стрессе со временем это может перерасти в серьезную проблему. Четвертое. Изменение работы половых гормонов. С небольшим количеством алкоголя организм неплохо справляется. А вот большие дозы ставят его в затруднительное положение. Регулярное употребление пива негативно влияет на половые гормоны, и особенно это касается мужчин. Вредная привычка вызывает повышение уровня эстрогена и прогестерона, что приводит к уменьшению количества сперматозоидов и к проблемам с потенцией. Пятое. Недостаток витаминов и микроэлементов в организме. Еще в начале 2000-х было доказано, что пиво содержит белок и витамин В12. Они полезны для организма, однако, так как они содержатся в алкоголе, то повышения уровня здоровья ждать не стоит. Все напитки с градусом увеличивают потребность в определенных полезных веществах, с помощью которых организм борется с вредным влиянием алкоголя. В результате мы потребляем их в нужном количестве, а вот от других отказываемся. Стоит обратить внимание на несколько факторов, связанных с витамином В12. Он содержится в молочных продуктах, яйцах и говядине. При регулярном употреблении пенного организм все больше нуждается в элементе, однако пиво мешает усвоению этих продуктов. Алкоголь вызывает воспаление желудка, в результате которого перестает вырабатываться белок, необходимый для перевода В12 в усвояемую форму. Недостаток витамина вызывает уменьшение количества аминокислот, необходимых для поддержания функционирования сердечно-сосудистой системы, и повышает риск инфаркта и инсульта. Кроме того, пиво – мочегонный напиток.
В результате из организма вымываются микроэлементы, и организм вступает в фазу дефицита. 6. Развитие болезней печени. Регулярное употребление пива в большом количестве провоцирует алкогольную болезнь печени. Это смертельно опасное состояние, при котором повреждается печень, накапливаются жиры, начинаются воспалительные процессы, появляются рубцы. Исследователи доказали, что любители пива больше, чем любители вина, подвержены этой болезни. Особенно осторожными стоит быть женщинам, так как их организм медленнее усваивает алкоголь. Влияние на внутренние органы. Пиво – результат брожения и оказывает агрессивное влияние на внутренние органы. Пищевод и стенки кишечника раздражаются. Пищеварительные процессы идут медленнее. Непереваренная еда раздражает кишечник, вызывает гастрит, язву и проблемы со стулом. Поджелудочная железа не может нормально выделять ферменты, необходимые для расщепления питательных веществ. Почки работают в ускоренном режиме под воздействием большой нагрузки и быстрее изнашиваются. Существует ли пивной алкоголизм? В пиве содержится в среднем 4-6 градусов, и это многих подкупает. Кажется, что напиток не крепкий, а значит, он не опасен для организма и не вызывает привыкания. Это вовсе не так. Человек быстро привыкает, и с каждым разом ему все сильнее кажется, что он пьет немного. Постепенно объем увеличивается, и тяга к алкоголю становится настоящей зависимостью. Определить наличие или отсутствие пивного алкоголизма можно по нескольким признакам. Без кружки пива становится сложно расслабиться, в общении наблюдается скованность или отчужденность. Трудно отказаться от предложения выпить. Появляется похмельный синдром, дрожат руки, во рту сухость, обильное потоотделение, головная боль. Ухудшается память, трудно усидеть на месте, координация движений нарушается. Это связано с негативными процессами, происходящими в клетках головного мозга, вплоть до их отмирания. Также пивной алкоголизм можно заметить по изменению работы внутренних органов. Он влияет на сердечно-сосудистую систему, повышается артериальное давление, появляется аритмия, отдышка, даже на минимальных физических нагрузках. Изменения затрагивают органы желудочно-кишечного тракта, наблюдается метеоризм и изжога, развивается цирроз печени. Изменения в мужском организме. Для организма мужчины пиво в первую очередь опасно изменением гормонального фона. Это вызывает целую череду изменений. Черты лица и фигура становятся более женственными, грудные железы увеличиваются. Уменьшается количество волос на теле, борода растет медленнее и становится более редкой. Появляется так называемый пивной животик. Процент мышечной массы уменьшается. Начинаются проблемы с потенцией. Изменения в женском организме. В пиве содержатся растительные гормоны, которые снижают выработку естественных гормонов. В результате у женщин увеличивается риск появления кисты яичников, поликистоза, эндометроза, доброкачественных и злокачественных опухолей. У женщин, часто пьющих пиво, наблюдается расстройство репродуктивной системы. Это проявляется как снижение вероятности зачатия ребенка, повышение риска выкидыша, увеличение вероятности рождения ребенка с отклонениями. Кроме того, женщины могут заметить внешние изменения. Они страдают от отечности, выпадения волос, ухудшения состояния кожи, желтизны лица. Что насчет безалкогольного пива? Нет градусов – нет проблем. Так многие считают и пьют безалкогольное пиво вместо лимонада. А между тем, оно наносит организму такой же вред, как и обычное пенное. Разница только в наличии или отсутствии опьянения. Вред безалкогольного пива связан с его составом. Солод и хмель оказывают разрушающее воздействие на эндокринную систему. Кобальт оказывает негативное влияние на работу сердца и сосудов. Синтетические вещества являются причиной развития различных патологий. Стоит соблюдать те же правила, что и с обычным алкогольным пивом. Не пить каждый день и соблюдать меру. Сколько можно выпить без вреда для организма? Не существует такого понятия, как безопасная доза алкоголя. Он в любом случае вызывает негативные процессы в организме. Однако, есть количество, в пределах которого эти изменения не будут четко выражены. Так, мужчина ежедневно может выпить пол-литра пива, женщина 300 мл.
Этот расчет сделан для людей среднего веса, у которых нет хронических заболеваний. Некоторые уверены в пользе алкогольных напитков. Они приписывают пиву свойство бороться с раковыми клетками, укреплять сердце и сосуды, снижать риск появления камней в почках и так далее. Действительно, напиток может принести организму пользу, однако ежедневное употребление или употребление в больших количествах будет иметь противоположный результат. Дефицит витаминов и минералов, сокращение продолжительности жизни, изменение работы половых органов – это только начало списка вредных свойств алкоголя. К тому же, даже пивной алкоголизм существует. Важно знать меру и следить за количеством выпитого. Надеюсь, в этом видео вы услышали что-то полезное и интересное для себя. Если да, то ставьте лайк и делитесь выпуском с друзьями и родными. Например, ацетальдегид. Вспомните дух перегара от выпившего человека. Это запах ацетальдегида. Он начинает выделяться уже во рту, как только спиртное соприкасается со слизистой. Больше всего его образуется в печени. Ацетальдегид – это высокотоксичный яд. Ацетальдегид разжижает защитную оболочку клетки и проникает внутрь клеточных мембран. Нарушаются обменные процессы. Потому что он внедряется в клетку, он попадает в ядро клетки, он попадает на ДНК и начинает вызывать изменения в ДНК клеток. Результат – появление атипичных клеток в организме, опухолевых клеток. Причиной развития рака может стать не только крепкое спиртное, как считалось раньше. В 2008 году американские онкологи установили, что рак поджелудочной железы вызывает напиток, который многие и алкоголем-то не считают. Это пиво. Пиво, наверное, уже кто-то возвел в ранг безалкогольных напитков и пьют совершенно спокойно, как жидкость для утоления жажды. По статистике, каждый житель нашей страны в течение года выпивает почти 60 литров пива. Этот показатель стремительно растет, а главное – молодеет. Особая головная роль в деле наркотизации молодежи принадлежит пиву и пивному образу жизни. Пиво является по факту не только самым опасным алкогольным изделием, но еще и средством разрушения гормональной системы. В этом виноват один из компонентов пива – хмель. Именно он придает пиву специфический горьковатый привкус. Но самое интересное, что хмель содержит фитоэстрогены – растительные аналоги эстрогенов, женских половых гормонов. В сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 мг эстрогенов, половина крупинки сахара. Но этого количества вполне достаточно, чтобы женщина оставалась женщиной. Содержание фитоэстрогенов в 1 литре пива в 100 раз больше, до 36 мг. От переизбытка этих гормонов у женщины развиваются тяжелые эндокринные нарушения. Рост волос на лице, ожирение, огрубение голоса. Чем раньше девушка приобщается к пиву, тем меньше у нее шансов родить здорового ребенка. При варке пива, даже безалкогольного пива, в раствор пива добавляют хмель. А хмель – это наркотическое растение, ближайший родственник конопли. Так вот, при выварке хмеля в раствор пива, даже безалкогольного, вывариваются вещества, которые называются фитоэстрогены. У мужчин фитоэстрогены пива подавляют выработку тестостерона, мужского полового гормона. Постепенно в организме мужчины начинают доминировать женские гормоны. У любителя пива со временем растет живот. Развивается очень опасное для здоровья висцеральное ожирение. Набухают грудные железы. Пропадает влечение к женщинам. Развивается половая слабость. Больше всех в Европе от пива пострадали Германия и Чехия. И в Чехии самая популярная поговорка о пиве такая: любитель пива подобен арбузу. У него растет пузо, но отсыхает кончик. Кончик отсыхает. Очень тонкое наблюдение сделали чехи насчет пива. По женскому типу на бедрах и талии откладывается жир. Мышечная масса также замещается жиром. И у любителя пива смещается гормональное равновесие в сторону женского начала. То есть он из мужика потихоньку начинает превращаться в бабу. Хорошо посидеть с мужиками, попить пиво, поболтать о своем мужском. За разговорами не замечаешь, как на бедрах и на талии появляется лишний жир, как голос становится тоньше, а грудь больше. Фитоэстрогены, содержащиеся в пиве, подавляют мужское начало и понижают интерес к женщинам.
Пиво уменьшает выработку мужских гормонов и приводит к импотенции. Береги себя. Хмель. Хмель придает напитку специфический горьковатый привкус. А еще содержит фитоэстрогены, растительный аналог гормона эстроген. Эстроген – женский половой гормон. У мужчин пивной фитоэстроген подавляет выработку тестостерона. Начинают доминировать женские гормоны. У любителя пива со временем растет живот, набухают грудные железы. По женскому типу на бедрах и талии откладывается жир. Мышечная масса резко снижается. С виду пока мужчина, а биологически уже наполовину женщина. У него пропадает мужество в характере, он все боится, опасается. У него пропадает интерес к женщинам. 15-17 лет попил пиво, обеспечена импотенция. Если ваш сын пьет пиво, объясните ему, существует серьезная опасность, что в 30 лет он уже будет не способен к нормальной сексуальной жизни, а в 40 станет импотентом. Вы вспомните эту рекламу, которая годами шла. Кто бежит за Клинским? Самый умный, самый красивый. Кого девки любят, бегут за Клинским пивом. Помните? Убедили молодежь, побежала молодежь. Кто бежит за Клинским? Да будущие ранние импотенты. Вот кто бежит за Клинским. Пиво относится к категории слабоалкогольных напитков. Поэтому есть мнение, что умеренности в его употреблении соблюдать не обязательно. Никакого вреда это не приносит. Но так ли это в действительности? Вы когда-нибудь задумывались, что будет, если пить пиво каждый день? Воздействие алкоголя. Первый под удар попадает печень, которая выполняет функцию фильтра, пропуская через себя вредные вещества. Поэтому при ежедневном употреблении пива, да еще сверх допустимой нормы, на печень выпадает серьезная нагрузка, что со временем приводит к развитию цирроза. В зону риска попадает кровеносная система. Каждый поклонник ежедневного распития пенного напитка рано или поздно начинает страдать недугом со звучным названием «бычье сердце» или по-научному «кардиомегалия». Но самый сильный удар пиво наносит по почкам. Этот напиток обладает мощным мочегонным эффектом, из-за которого почкам приходится работать на пределе своих возможностей. Кроме того, выделение больших объемов мочи способствует тому, что из организма вымываются некоторые микроэлементы, например, магний с калием, которые регулируют деятельность сердечно-сосудистой системы, а также витамин С. Напишите в комментариях «нет алкоголю», если вы за здоровый образ жизни. Давайте его пропагандировать. Внешние проявления. Злоупотребление отражается и на внешнем виде человека. У него округляется лицо, появляется сначала животик, который на первых порах скрывается под свободной рубашкой, а затем и брюшко, безобразно выпирающее поверх брючного ремня. Правда, есть мнение, что главным виновником таких изменений становится не само пиво, а продукты, которые считаются классической пивной закуской. Это копченая рыба, сухарики, соленые чипсы, орешки и так далее. Кстати, ставь лайк, если любишь иногда покушать чипсы. Вредно, но вкусно, согласитесь. Главная проблема каждого любителя пенного напитка – отсутствие меры. В литре пива содержится в среднем 40-80 граммов этанола. Это нейротоксическое вещество, которое пагубно воздействует на центральную нервную систему. Накапливаясь в организме, спирт разрушает клетки головного мозга, что рано или поздно сказывается на умственных способностях человека. Чтобы не думать о вредных последствиях употребления пива, помните, что во всем важна мера. Тема сегодняшнего разговора – пивной алкоголизм. Прежде чем перейти к теме, прошу от вас обратной связи, как обычно. Если видео понравилось, лайкайте, перепостчивайте, рекомендуйте друзьям. Очень жду вопросов. Огромная благодарность за большой шквал вопросов. Я их все внимательно читаю, отвечаю, помогаю тем, кто нуждается в помощи. Мне очень нравится, когда люди, посмотрев видео, присылают ко мне на консультацию знакомых и родственников. Я стремлюсь быть максимально полезным. Также напоминаю, что у меня с супругой есть канал на Яндекс.
Яндекс.Дзен. Мы его очень активно развиваем. Там масса информации и для тех, кто, допустим, не с видео воспринимает, а посредством чтения, потому что не все у нас перешли на клиповое мышление, не всем нужна картинка, многие любят вдумчиво и глубоко почитать. Мы удовлетворим потребности даже этих людей. Теперь возвращаюсь к пивному алкоголизму. Сразу скажу, что это термин непрофессиональный. Существовал также среди наркологов термин гамбринизм по имени мифического фламандского царя Гамбринуса, который якобы изобрел пивоварение. Пивоварение существует десятки тысяч лет. Все культуры, которые занимались растениеводством, выращиванием зерновых, с удовольствием большую часть этих зерновых использовали для варенья пива. Если взять тех же египтян, в связи с очень жарким климатом, с обилием различных болезней, у них не было зачастую других вариантов получить качественный напиток, кроме как сбродив свой ячмень и получив алкогольный напиток, а алкоголь препятствовал росту бактерий. По сути, войска фараона, которые делали длительные рывки по пустыне в условиях отсутствия воды, с удовольствием употребляли пиво, и никаких болезней у них не возникало. Поэтому изначально этот напиток ценился даже не столько за его алкогольный эффект, сколько за то, что он долгое время не портился, его можно было пить без риска отравиться и без риска быть инфицированным различными болезнями. Но возвращаемся к нашему пивному алкоголизму. Есть алкоголизм обычный. Неважно, какой концентрации этанол вы употребляете, 4-5% как в пиве или 40% как в водке. Сразу скажу, что пересчет стандартной бутылочки пива – это 60 мл водки. Это при условии, что она 4-5%. Как правило, сейчас люди продвинутые, любят и крепленное пиво, там уже 100-150 мл водки – это стандартная бутылочка такого пива. Мы прекрасно знаем, что у нас есть определенные психологические убеждения, что можно 2-3 бутылочки выпить без какого-либо вреда для организма. Потом я, когда сажусь с пациентом и пересчитываю объемы пива, которые он выпивает на водку, выясняется, что он за вечер может совершенно спокойно выпить 1-2 бутылки водки именно в виде пива, искренне считая себя нормальным, как все. Он там поболел за свою команду, посмотрел любимый сериальчик. Плюс к этой большой нагрузке этанолом получается еще нагрузка калориями, так как пиво – это достаточно калорийный продукт, порядка 200-300 килокалорий на бутылочку. Плюс оно прекрасно стимулирует аппетит, что, соответственно, приводит еще к дополнительным закусочкам. Это всегда чипсы, сухарики, рыбка. И в результате получается уже такое количество калорий, что пивной пациент, он виден буквально от дверей. Это всегда человек с лишним весом. Как правило, это мужчина с лишним весом, мужчина с очень большим, бросающимся в глаза животом. На меня в свое время совершенно фантастическое впечатление произвела поездка по Баварии, так сказать, по региону, где культ просто существует пива. Первое впечатление – это, конечно, их пивные фестивали. Вот эти женщины, которые берут по 10-литровых кружек в одну руку и там лавируют между скамейками. Вот эти горы баварских сосисок дымящиеся, просто какие-то чаны тушеной капусты, и сколько это пьется, в каких размерах, причем люди даже не встают из-за стола. Все веселье у них это вот так соседа взять под руки, начать раскачиваться, там на сцене одинокий гармонист что-то играет, они попоют, едят, и просто посмотришь, сколько съедается и выпивается, ты просто поражаешься. Ну и мужчины выглядят соответствующе. Если вы представляете этот баварский национальный наряд, эти черные шортики, белая рубашечка, подтяжки, вот из подтяжек вываливается вот таких размеров брюха. Оно просто феноменальное. Его представить невозможно. Там пупочная грыжа. Еще от этого брюха сантиметров на 20 выступает совершенно невообразимых размеров пупок. Вот эти баварцы мне, пожалуй, запомнились на всю жизнь. И я понимаю, что это люди, которые все время в этой культуре, которые с детских лет их родители сажали за стол, наливали им пивка. Сейчас ему уже 5-6 кружек этих литровых выпить. Это вообще легкая разминка. И как результат
результат у них и тяжелая гипертония, потому что лица просто пунцовые, они бордовые, их видно издалека. У них метаболический синдром, естественно, это будет диабет 2 типа, пониженная толерантность к глюкозе. И вот я понимаю, какие проблемы у этих людей. У них у всех уже будут к определенному возрасту поменены суставы, предциррозное состояние печени, так называемое корбовинум, это бычье сердце, которое возникает, во-первых, из-за больших объемов употребленного пива, во-вторых, уже давно для пены добавляется туда кобальт, очень токсичный продукт для сердца, очень токсичный металл, который вызывает так называемую кардиомиопатию дилатационную. И у всех этих людей на вскрытии у них необычайно большое сердце, но вместе с тем оно дряблое, там очень слабая мускулатура, у них у всех развивается сердечная недостаточность со временем, и понятно, что на такую массу, на такой живот это сердце не справляется, и люди эти погибают достаточно рано. Поэтому вот, казалось бы, пиво – это что-то легкое, это что-то безвредное, это иллюзия. Это крайне опасная иллюзия еще и для подростков. Как у наркоманов это вот марихуана, травка, это наркотик вхождения в употребление наркотиков, также и у алкоголиков никто не начал пить водку или коньяк сходу, это всегда было пиво. Очень часто это пиво собственный отец налил. С этого, собственно, началось. Потом это подростковые компании, то, что наиболее просто достать. Я думаю, вы помните, какая была агрессивная реклама пива, направленная на подростков. Вот это «Кто пойдет за Клинским?» долбежка с утра до вечера. У нас пивные компании очень хитренько, они спонсоры всех спортивных мероприятий. Посмотрите, какие щиты на любом футбольном матче. Все боксерские поединки высшего уровня. Посмотрите на ринге, как там надпись «Будвайзер» идет через весь ринг. Всегда спонсором будет одна из самых дорогих американских пивных компаний. То есть внедрение идет, что это круто, это связано со спортом, с движением болельщиков, это связано с компаниями, с весельем. Везде это пена, получена из каких-то, наверное, искусственных пенящихся химических соединений. Реклама формирует у людей, и особенно у подростков, ощущение праздника, веселья, спортивное спонсорство, ощущение каких-то достижений. А какие там достижения? Кто пойдет за Клинским, кто побежит за бутылкой? На мой взгляд, это не достижение, а как раз вопрос о том, кто в компании лидер, а кто бегает за выпивкой. Одним из актуальных вопросов, которые часто задают и пациенты, и их родственники, а каковы стадии пивного алкоголизма? Я уже повторюсь, что не существует пивного алкоголизма, не существует каких-либо особенностей женского алкоголизма. Хотя понятно, что когда мы занимаемся женским алкоголизмом, там очень много психологических моментов, которые приходится параллельно решать с учетом именно женского характера. Так каковы стадии пивного алкоголизма? Заболевания формируются из-под воль, потихонечку. Повторюсь, что большинство людей слабоалкогольный напиток не воспринимает как алкоголь, как психоактивное вещество, вызывающее зависимость и приводящее к разрушению мозга. Поэтому это 1-2 бутылочки, но уже каждый день после работы. Уже есть психическое влечение, пропадает рвотный рефлекс. На первой стадии растет дозировка 1, 2, 3 бутылочки. Человек уже берет с запасом, человек уже берет большие баклажки, человек уже берет крепленое пиво. Формируются ритуалы, покупает какие-то сухарики, семечки, рыбку. У каждого свои предпочтения. Как вот человек с зависимостью, с пивной, допустим, видит меня, как я ем хорошую рыбу и говорит: ты можешь такую рыбу есть без пива? Я говорю: да, попробуй, тебе тоже очень понравится. Я, например, ее с печеной картошечкой с удовольствием поем, мне пиво для этого не нужно. Поэтому первая стадия – это психологическая зависимость, когда человек уже ждет вечера, малейший стресс он воспринимает как необходимость принять алкоголь, чтобы его расслабило. Дальше следует вторая стадия. Что мы видим на второй стадии? На второй стадии мы видим физическую зависимость, резкий рост толерантности. Человек 3-5 литров пива выпивает. Уже родственники замечают, что это ненормально. Первые,
скажем так, визиты к наркологу, некоторые даже уже с запоями попадают в клинику, возникают проблемы со здоровьем, такие как острые панкреатиты, алкогольные гепатиты, кардиомиопатия, заболевания сердца, гипертоническая болезнь. У всех пациентов с пивным алкоголизмом появляется лишний вес, очень большой живот, нарушенная толерантность к глюкозе и давление, так называемый метаболический синдром, то, что уже требует лечения у эндокринолога, у кардиолога. Ну и основной это, конечно, абстинентный синдром, когда алкоголь используется как лекарство, человек уже берет много пива, оставляет несколько бутылочек на утро, чтобы похмелиться, может увлечься и пропустить работу, возникают проблемы в семье, обязательно возникают проблемы на работе, проблемы со здоровьем. Ну и третья стадия – это резкое падение толерантности, когда уже действительно достаточно одной бутылки, чтобы человек просто валялся, что называется, в дрова. Ну и основное, я повторюсь, то, что отличает и наркотики, и алкоголь – это разрушение мозга. Это алкогольная болезнь мозга. Человек теряет нравственные ориентиры, становится лживым, двуличным, под разными предлогами пропускает работу, разрушаются его семейные связи, дружеские. Если раньше друзья нужны были для приема алкоголя, то на третьей стадии уже друзья не нужны. Нужны люди, у которых можно будет стрельнуть немножко денег. И уже здесь речь о пивном алкоголизме, как правило, не идет, человеку не важно, в каком виде этанол попадет в его организм. Тут часто идут волокордины, корвалолы, так называемые фанфурики, какие-то дешевые суррогаты. Они очень часто травятся метанолом, просто употребляют некачественный паленый алкоголь и попадают в реанимацию. То есть, по сути, это финал. Третья стадия уже это не пивной алкоголизм. Тут уже нету ритуалов. Тут уже разрушенный головной мозг и употребление всего, как говорится, всего, что горит. Важно вот это одурманивание, выключение мозга. Здесь уже очень тяжело помочь амбулаторно. Речь идет о длительном пребывании в реабилитационных центрах, которые небольшой шанс дадут вернуться к обычной жизни. Поэтому вот эта тема слабоалкогольный напиток, слабый наркотик марихуана. Мне, по большому счету, как психиатру, все равно, какой был наркотик вхождения. Я прекрасно понимаю, что мало кто на этом пиве остановится, потому что везде один и тот же принцип нарастания толерантности. Начинается с глотка, потом бокал, потом бутылка, потом несколько бутылок. Вы видели, как сейчас пиво в какой таре? Уже по 3 литра продают баклажками. Это все за тем, чтобы человек сразу же брал максимальное количество. И люди так и ведут. Особенно я обращаю внимание в выходные, в пятницу. Меня просто восхищает, когда вот эти тележки гигантские супермаркетов, они с горой. Пивом, крепким алкоголем. То есть человек очень серьезно готовится к тому, что у него будет некоторое свободное время. Я уже представляю, как он его проведет. Более того, для пива характерно не периодическое употребление, а регулярное. Когда начинаешь общаться с пациентом, выясняешь, что это каждый вечер. У него уже ритуал, он с работы заезжает. Если жена ругается, он зачастую просто залпом эту бутылку пива выпивает, пока идет от машины или идет по двору, чтобы она его не видела. Или он уже отстоял это свое право валяться перед телевизором и пить пиво, он совершенно спокойно заходит домой с алкоголем, уже там требует еду или покупает все эти закуски к пиву, различные сухарики, чипсы, и потом искренне недоумевает, что это он целый день на работе ничего не кушает, легко завтракает, но у него лишних 20-30 килограмм, потому что это употребление перед сном, это малоподвижный образ жизни, это безумная куча пустых килокалорий, как из пива, так из всех этих закусок, и как следствие лишний вес, который тоже наряду с алкоголем и курением самый такой доминирующий фактор риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Поэтому о чем мы говорим? Это крайне вредный образ жизни. И вот это название слабоалкогольный напиток – это ерунда.
Либо это наркотик вхождения, либо в связи с ростом толерантности он этим слабым алкогольным напитком выпьет столько, сколько другой получает от нескольких бутылок водки. Поэтому я предлагаю не заниматься демагогией, подменой. Есть алкоголь, человек его употребляет регулярно, значит есть проблема. Ее нужно решать. А уже какой он концентрации раствор этанола употребляет, это технические детали. Зависимость та же самая. И физическое влечение, и психическое, и абстинентный период, и запои выходного дня, плавно переходящие уже в запои невыходного дня, и те же самые социальные потери, и разрушенные семьи, и неадекватное поведение у подростков. Все то же самое, что обычный алкоголизм. Поэтому не обманывайте себя. Когда приходит пациент и говорит: да, закодируйте меня, но сделайте так, чтобы я мог пить пиво. Ну, что я ему могу сказать, что нет? Нет, просто исключено. Либо ты не употребляешь алкоголь вообще, либо ты признаешь, что у тебя есть зависимость, иди пей дальше пиво, раз ты не готов с ним расстаться. Давай подождем какое-то время, когда у тебя более серьезные проблемы возникнут. Иллюзия. Мы и так живем в мире мифов. Все, что касается употребления, любых наркотиков, любого алкоголя, человек всегда себе придумает оправдание. А тут еще и пиво. Всю рекламу алкоголя запретили, но тем не менее пивные компании нашли лазейку. Где-то маленьким текстом написано, что это нулевое пиво, хотя это тоже иллюзия, как его не фильтруй. Какое-то количество этанола в этом пиве все равно будет присутствовать. И большинством людей оно не воспринимается, безалкогольное пиво. Они прекрасно смотрят эту рекламу, идут, покупают себе для отвода совести бутылочку безалкогольного, или, может быть, для жены, чтобы ей предъявить на входе. И прекрасно себе берут и слабоалкогольное пиво, и крепкоалкогольное пиво. Я иногда смотрю на градусы, нарисованные на бутылках, и 14,5, и порядка 20 градусов. Это полная демагогия, что это слабоалкогольный напиток. Получается, что он уже никакой не слабоалкогольный, и последствия будут как от очень серьезного злоупотребления. Поэтому я прошу отнестись с вниманием к пиву. Это иллюзия, что пиво безвредно, слабоалкогольно, последствий не будет. Десятки пациентов, сотни, тысячи. Начинаешь выяснять возраст начала употребления: 12, 13, 14. С чего? Пиво, пиво с родителями, пиво в компании. Везде достаточно стандартно. Первый шаг, он кажется самый простой, самый безвредный. Я как все, я для веселья, а потом заканчивается тяжелыми запоями, очень тяжелым длительным лечением, длительными курсами реабилитации. Поэтому не вступайте в сделку с дьяволом, не начинайте употреблять пиво. Пивной алкоголизм – это вообще отдельная тема для разговора. Многие из нас употребляют пиво, но при этом не считают себя алкоголиками. Но врачи говорят о том, что в конечном итоге пиво, несмотря на то, что это считается слабоалкогольным напитком, влияет на здоровье еще хуже, чем водка. Вы абсолютно правы, что это отдельная тема, потому что последние десятилетия пиво стало среди молодежи и зрелых людей не то что круто, модно, это стало нормой, к сожалению, стало нормой. То есть употребление пива превратилось в бытовуху. То есть вместо сока, воды или даже кваса многие пьют пиво. Это считается даже не употреблением алкогольных напитков. Вот к нам, когда обращаются к врачам за помощью, мы говорим, будем лечить. И когда они слышат, что после лечения от алкогольной зависимости нельзя пить пиво, многие просто встают и уходят, говорят, мне такое лечение не подходит, вы мне так проведите лечение, чтобы я имел право пить дальше. То есть это на уровне мировоззрения, на уровне, в общем-то, отношений к определенному напитку. Пиво – напиток очень коварный, именно тем, что он дает возможность не ощущать тяжелого опьянения, если туда не добавлять чего-то еще. То есть не пьют, если ешь, или не пьют потом дальше, пьют все, что горит, как многие. Но по сути своей, пиво – это напиток очень коварный тем, что он бывает разной крепости. И если мы понимаем, что многие пьют пиво просто от того, что утоляет жажду, то мы иногда говорим, таджики, узбеки, туркмены, азиаты, они же в Средней Азии, они пиво не пьют, когда там жара. Мы все это знаем, улыбаемся, вот, но почему-то продолжаем пить пиво. Хотя знаем, что там, когда температура до 70 градусов на солнце или 50 в тени, они пьют зеленый чай, ну или воду. Пиво не пьют. Пиво наваристый напиток, липкий. Он заставляет потеть, но жажду не утоляет. Но коварство в том, что он вызывает именно привыкание
и одновременно несет в себе очень много негативных явлений. Сейчас говорю о чем? О том, что в нем есть тяжелые металлы, и напиток сам по себе вызывает нехорошее опьянение. Опьянение сопровождается вялостью, слабостью, определенной тупостью мышления, определенным состоянием безволия, потери интересов. То есть вот такое тупое опьянение, которое, в общем-то, иногда путается с отдыхом, расслаблением. Но те, кто долго принимает пиво, замечают, что меняется внешний вид даже пьющих. Они становятся какими-то, я говорю про мужчин, они становятся рыхлыми, они становятся тучными, они становятся какие-то жирными, у них появляется грудь, сиськи, как мы иногда в народе просто говорим, да, у них появляются женоподобные черты внешности и даже поведения. А оказывается, когда врачи изучают, то у любителей пива меняется гормональный фон, меньше выделяется, продуцируется мужских гормонов, тестостерона, уменьшается либидо, сексуальное влечение. И мужчина становится действительно женоподобным. У женщин происходит обратное. У них наступает иногда даже гирсутизм, оволосение по мужскому типу. И это врачи потом пробуют лечить, дерматологи, как-то с усиками, бородкой борются. Но поведение, внешность и характер деформируются. Поэтому мы, конечно, понимаем, что может быть более противно, чем мужчина женоподобный или женщина мужеподобная. Это все действие пива. А как можно записать человека в ряды пивных алкоголиков? Есть ли какие-то признаки или стадии развития такой тяги? Признаки есть, да, их можно перечислить. Признаки, прежде всего, это стереотипы поведения. То, что нам вообще-то навязывает окружение, реклама. Мы видим рекламу, когда предлагают выпить, то показывают, что это ящиками. Парни грузят ящиками, и тут красивые друзья, красивые девушки, и они так чокаются, и все все такие радостные, веселые. Так вот, когда мы определяем зависимость пив, это одно из самых главных, это желание после работы расслабиться, не в кругу семьи, не как-то по-другому, там спортплощадка, мы выпить бокал пива, просто, пошли по пивку, давай выпьем по пивку. Это навязчивое желание, но реализуется, потому что пиво доступно. Второе, это ощущение, когда человек не может себя почувствовать именно комфортно без пива, ему чего-то не хватает. Это те моменты, когда, в общем-то, люди даже еду подстраивают под пиво, то есть покупают что-то такое, чтобы потом купить пиво. Есть еще ряд моментов, которые связаны с тем, что выехать даже на отдых туда, где можно купить пиво. То есть человек манит именно в ту обстановку, в ту среду, в то место, где можно позволяется выпивать. Безалкогольное пиво, оно может стать альтернативой употреблению алкогольного? Посмотрите сейчас образно на то, что мы с вами берем в руки бутылку простого пива и безалкогольного. Бутылка та же, пивная бутылка, пробка та же, этикетка практически та же. Но написано безалкогольное. Наши люди, когда привыкли читать, они написаны безалкогольное. А раз оно безалкогольное, то можно пить за рулем на работе. То есть оно психологически открывает доступность. Но сам ритуал открываешь, наливаешь, пенка, вкус, запах, все напоминает пиво, но пьющий безалкогольное пиво, как правило, любитель пива, все равно ощущает себя обманутым. Он чувствует все равно не то. И он чувствует, что, как они говорят, не вставляет, нет эффекта. И хочется чего? Хочется именно хорошего, того, что люблю. То есть безалкогольное пиво, оно является не альтернативой, оно пробуждает эту тягу, закрепляет тягу и усиливает. И за рулем на работе они пьют безалкогольное пиво, деньги те же. После работы он идет к тому, что соскучился, потому что раздразнил себя, и пьет нормально, и домой приходит не пьяный, но в состоянии каком? Легкого алкогольного опьянения. Даже если это заканчивается пивом, человек пьет как постоянно. Отличие пивного алкоголизма от водочного алкоголизма или суррогатного алкоголизма или от винного алкоголизма в том, что, как правило, непрерывная форма, ежедневная форма, определенная доза. И эта доза потихонечку растет. А как лечится такой алкоголизм? Потому что убедить человека, пьющего, например, только пиво, например, по бутылочке в день после работы, что он алкоголик, практически невозможно. То есть он сразу говорит: я не пьяный, я работаю, я зарабатываю деньги, я не иду с друзьями, я беру домой бутылочку пива, дома выпиваю и ложусь спать, отдыхаю.
Да, должна быть, конечно, какая-то причина. Вы абсолютно правы. Причина должна быть. Или это здоровье, а употребляющие пиво, они знают, у них потом страдает что? Страдает сердце, это очень серьезное ожирение сердца. У них бычье сердце. Что такое бычье? Это огромное, раздутое, такое, знаете, мешковидное, то есть атрофичное, то есть атоничное, вернее, это сердце. Оно плохо справляет свои функции. Это страдает щитовидная железа, гормоны страдают, и, конечно, мозг страдает. То есть меняется мышление, интересы, активность уходит. Поэтому появляются определенные проблемы на работе, в семье, со здоровьем. И вот когда появляются проблемы, или он сам ощущает, любитель пива, или ему это дают понять родные, близкие или на работе. То есть какая-то появляется мотивация. Мы, врачи, называем это ощущением проблемы. Вот проблемное пьянство, проблемное употребление пива. Вот как редко ты пьешь, как мало ты пьешь, вроде как бы редко и мало, по сравнению с друзьями, но оно создает мне проблемы. Это главное, он должен понять, что эту проблему нужно решать. Сейчас специалисты говорят, мы вас научим, если это начальные стадии зависимости, только нужно пройти этапы определенного периода воздержания полностью, чтобы организм научился потом психологически контролировать ощущение эйфории, недопьянения, легкой эйфории, и на дозу того напитка, который вам врач порекомендует, чтобы это был достойный напиток, но не включал у вас тягу, то есть другой напиток. То есть есть такое. Ну, а другие методы используются, такие, например, как кодирование, гипноз, если это, например, тяжелое? Конечно, да, конечно, используем. Если человек сам не понимает, не осознает, тогда, мы говорим, жизнь накажет, как Высоцкий пел в песню, или то, что мы рекомендуем родным. Создайте эту конфликтную ситуацию. Если вы будете его поощрять, скрывать или помогать ему выйти там, больничными и другими путями, он будет спиваться. Потом он будет деградантом, уже помочь тяжело. Чем раньше мы ему помогаем психологически или медикаментозно, тем более он сохранный, больше он сохраняет. Вот поэтому заранее создаем конфликт. Это не обязательно истерика, не обязательно развод. Это то, что мы говорим, любовь, забота, чтобы он понял, что ради родных ему нужно научиться или пойти к специалисту помочь. Так вот, когда мы говорим о кодировании, чем интересно кодирование? Это метод лечения, который многие ищут. Вот, доктор, сделай за один раз, чтобы я не ездил в эту клинику, чтобы не лежал там месяц. Поэтому есть запрос на это. За один день, за один сеанс, но при хорошей, правильной подготовке дома. Вы приезжаете, и мы вам проведем это лечение. Достаточно сильное, мощное, но за один день. И вы дальше езжаете, но вы должны знать, что вы идете на полную трезвость. На определенный срок, на год, на 2, на 3. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими.